Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. И сегодня пришло время провести диагностику на наличие негатива. Работать будем сегодня по вариантам. Для того, чтобы выбрать свою диагностику, вам нужно сосредоточиться на интуитивно, либо на нумерологии на цифре от 1 до 3, позиция 1, 2 или 3, или выбрать рубашку, колоду или инструмент по рубашке, позиция 1, 2, 3. Эта диагностика, она максимально приближена к натуральной диагностике, но все-таки лучше делать индивидуальную по фотографии. Если вы сейчас делаете какие-то обряды, ритуалы, чистки, отвязки, открытия дорог, защиты или другие любые ритуалы и обряды, которые направлены на освобождение от негатива, лучше эту диагностику обходите стороной. То есть вам не нужно этого делать. Диагностика делается, когда вы делаете, делали последний обряд хотя бы там 3 месяца минимум, или лучше даже полгода назад. Итак, я, Алехандро, свечу зажигаю. Диагностику на наличие возможного негатива на зрящего начинаю. Свечи зажигаю. Свечам гореть, обряду быть. Зрящему про негатив все себе уяснить. Итак, я уверен, что вы выбрали свой номер или позицию для диагностики. Это будет такая экспресс-диагностика. Я дам вам возможность, проверить свои ощущения. Мы делаем почакровую диагностику, как я это делаю всегда. С единственным отличием, что на фотографии я чувствую поле человека. Здесь я то, что вижу, и то, что из потока беру, из вашего подключения к обряду и из вашего резонанса к этому раскладу. Да. Соответственно, так мы его и соединяем из зеркальных миров. Да. Итак, позиция номер 1, расклад номер 1 и диагностика номер 1. Настройтесь на себя, на свою ситуацию в жизни. И мы сейчас посмотрим. Один, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 чакра. Понятно, что это Муладхара, Свадхистана, Манипура, Анахата, Вишудха, Аджна и Сахасрара. Что за что отвечает, я не буду сейчас уяснять, дабы не затягивать. Так, давайте смотреть. Смотрите, здесь вам, во-первых, летит бумеранг. Очень похоже пока что на что-то по карме вам. То есть кармический узел, с кем-то какие-то споры, разборки, ссоры. Вот такое пока что идет. Как минимум страдает у вас ноги и тело физическое. То есть вам больно, у вас что-то болит. Летит это от женщины, и особенно этот расклад для женщины актуален. То есть кармический узел с женщиной. А может быть ли это родовая программа? Да, по женской линии. Могут быть проблемы по-женски с сексуальными отношениями. Могут быть не очень хорошие дела. Тяжесть в желудке у вас будет. Может быть, особенно обращайте внимание. Пока что по воле. Но вы не можете, вам трудно сдвинуть с места что-то. Или вас что-то тащит назад, тянет назад. Да? Проблема с женщиной и у мужчины, и у женщины из-за мужчины. Вот так вот это может быть. И ваши проблемы, они как кармический узел в отношениях. И бьют вам по вашему женскому и по вашему мужчине могут бить. То есть проблемы, если вы в отношениях с мужчиной, то и у мужчины будут проблемы в отношениях, как минимум. Вам может кто-то мстить и лететь вам бумеранг. Да, все мужское и женское здесь идет. Видите, женщина идет в горле. У женщины могут быть и проблемы с горлом в том числе. Но женщина в горле есть соперница, скорее всего. Причем соперница
половой партнер, по сути, одна карта в сексуальной чакре, другая в горле торчит. И на сердце вы знаете, о ком речь, о чем речь. То есть, по сути, речь идет о мужчине, и это, скорее всего, соперничество. Если у вас, как у женщины, не идут дела с мужчинами, и дело не в сопернице, но вы знаете, что соперницы нет, тогда это родовая программа по матери, и у вас есть какой-то конфликт с мамой или с ее родом, или родственниками по маме. Урожай, результат идет в голове, да, вы знаете четко, к чему должно прийти, но вы этого, скорее всего, не получаете. Вот, и соперница, скорее всего, вам очень-очень, ну, как бы, ясна, вы ее знаете, она в горле у вас стоит. Ну и замок, здесь смотрите, здесь вот эта часть, вот первый расклад, если вы вот просто выбрали себе один расклад, то если у вас есть партнер, с которым есть проблемы, то у вас есть проблемы из-за соперницы. Если у вас нет партнера, но это является для вас проблемой, тогда у вас есть проблема по роду матери, родовые программы, может быть, какие-то кармические узлы. Если вы разошлись с мужчиной и живете без соперницы, и как бы, условно говоря, без мамы, но у вас нету движения в жизни, в личной, ни в деньгах, ни в новых отношениях, тогда у вас закрытые дороги, ну, скорее всего, либо тем мужчиной, который от вас ушел, либо той женщиной, к которой ушел мужчина, но она закрыла как бы дороги вам к нему, но просто закрыла еще и к нему, и ко всему остальному, оно все под замком у вас. Вот такой вот экспресс-диагностическое. Поэтому это закрытые дороги, кармический узел, негативная родовая программа и просто вот бумеранги даже где-то, может быть, вы получаете за какой-то конфликт с женщиной из-за мужчины. Вот то, что происходит, но как бы это по сути где-то есть у нее shield, да, броня, да, то есть ее защита и ваши усилия какие-то, да, они прилетают вам бумерангом. Ну, болит тело, тяжелый желудок, болит тело, с сексом могут быть проблемы, в горле могут быть проблемы. Ну и жизнь, она такая, она как будто бы под замком вперед не идет. У вас как бы по сути контакт с высшими силами, он блокирован. То есть у вас, ну, такое падение сил, да, как бы падение целей, падение энергетического потока, финансового потока. То есть вот такое вот идет. И оно не то чтобы сильно опасно, но это вот как минимум такое вяло текущий такой, вот первая позиция, это вяло текущий геморрой, где вас просто обескравливает, но медленно. То есть делают, это тактика такая, 1000 бумерангов, 1000 порезов, где наносятся постоянно какие-то регулярные проблемы, из-за которых вы просто обессиливаете и не можете идти вперед. Ну, что здесь делать? Здесь как минимум в этой ситуации, ну, нужно как минимум делать чистку и отвязку. Для начала, ну и может быть открытие дорог на перспективу желательно бы делать. Если вы это уже делаете, ну, соответственно, вы правильно двигаетесь в правильном направлении к результату, и открывание дорог вам по-любому нужно будет делать. Рано или поздно, да, проходя первый и второй обряд. Ну, а первый и второй у нас всегда чистка и отвязка идет. Окей, друзья, давайте следующее посмотрим. Там будет видно. Расклад номер 2. Настройтесь на себя, на свою ситуацию, на своего партнера, партнершу, на ситуацию, может быть, в личной жизни, на работе и так далее. Может быть, на то, что болит у вас. Ну, лучше, конечно, настроиться, закрыв глаза, но опять-таки можете сконцентрировать внимание на какой-то одной карте, которая притягивает ваше внимание. Это очень сильный оракул. Это оракул, кстати, талисманов. Очень интересный, такой мощный. Ну, а талисманы, вы знаете, да, они обычно защищающие. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 чакра. Начнем, конечно же, с первой. С первой начнем.
Ну, тут тоже судьба идет. Пока что карта похожа очень на первый расклад. То есть второй расклад может быть связан с первым. То есть я потом в конце расклада скажу, посмотреть вам первый или нет, если вы его выбирали. Не выбирали. Если вы его выбирали, то вы не просто так попадаете на второй. То есть если вы выбрали первый и второй расклад себе вдруг по какой-то причине, то они взаимосвязаны. А если нет, не выбирали, то я вам скажу, смотреть вам первый или нет. Так, здесь осознанность. Но вы что-то должны уже и так понимать о своей судьбе. Вы и так все понимаете или многое понимаете. Вы даже, может быть, знаете, у меня такой приходит сейчас инсайт. Вы даже знаете, почему вы здесь на этом раскладе. Вы знаете для чего, почему. Вам и так понятно то, что я буду говорить. Mindfulness. И здесь у вас осознанность, она вообще во второй чакре. Она как бы о творчестве каком-то. Как будто бы, знаете, у меня такое ощущение, что вы ищете себя больше, нежели негатив. Здесь благородство, у вас очень сильная крепкая воля. У вас в чакре огня, у вас огонь и есть. Вам, кстати, нужно кушать мясо правильно. Ну, правильно, то есть отрегулировать мясную диету. Якорь на сердце. Такое ощущение, что мужчина не может забыть женщину. Женщина мужчину не может забыть, отпустить из сердца. Сила в горле и страсть. Здесь все в отношении мужчины и женщины. Но я пока не вижу негатива. Не вижу негатива. Вижу только просто невозможность встретиться мужчине и женщине. Просто вот. Если есть проблема в этом раскладе, она может быть вызвана только сильной страстью. Вот эти две карты. И у вас как будто бы, знаете, вы долго идете. Вот в чем может быть здесь проблема? И у мужчины, и у женщины. То есть вы ищете себя и свою судьбу, свою вторую половинку очень долго. Она у вас возможна, но у вас как будто бы якорь какой-то. Просто. Тут что нужно делать? Смотрите. Как бы первая карта идет судьба. То ли вы по судьбе вам тяжело найти и вы не можете найти, то ли вам по судьбе просто вот остановиться и не искать, да, то есть вы как будто бы вот к своему удачному счастливому дню, это очень хорошая карта, у вас связь с высшими силами хорошая, и воля у вас классная, и творческий потенциал у вас очень классный. Мне единственное не нравится карта вот эта вот. Она тоже классная сама по себе, но она заземленная. То есть, по сути, вы тянете по судьбе какой-то груз. Или вы тянете то, что вам не принадлежит, как бы взяли, да, на себя. То есть, у вас больная чакра, условно говоря, вот это. Ну, может быть, они связаны, ну, не так уж прямо и сильно, земля и сердце, это уже другой совершенно мир, но просто сами карты, вот эта карта, она должна была бы здесь быть, а здесь вот так, тогда бы еще более-менее, а так оно как бы поменялось местами. То есть, по сути, вы на сердце держите, вот я сейчас говорю вам о том, что вы и так знаете, да, вот осознаете, вы на сердце держите такой груз, держать который вам вообще не нужно. То есть вы этим грузом себя просто лишаете сил жизни. Здесь вот огонь, огонь, огонь. Да, вот эти вот 3 огненных карты. Вы как будто бы блокируете этот огонь. Как будто бы себя сами насильно заставляете тянуть ношу, которая не ваша. Ну, по сути, давайте так скажем, в худшем случае, что здесь может быть, самый худший вариант, это переклад судьбы. То есть это переклад. То есть чью-то судьбу на вас повесили, а счастье забрали у вас. Хотя, ну, благородство, да. Поэтому вы ищете себя в чужой судьбе. Вот это может быть. То есть здесь коррекция судьбы можно, ну, можно так сказать, если и нужно делать. Если вы чувствуете, что
вы проживаете не свою судьбу, тогда да, тогда это лучше делать. И если вы чувствуете, что долго не можете найти там любимого мужчину или любимую женщину, без разницы, да, то есть мужчина и женщина может смотреть, вот тогда это тоже здесь, но здесь больше коррекция родовой программы или коррекция судьбы. Вот это вот тут можно сказать. Если у вас ощущение на сердце, ничего плохого нету, не давит, не жмет вам сердце, и у вас в отношениях все ок с мужчиной и женщиной, тогда все классно. То есть тогда негатива нет. Вот один из таких случаев, когда можно сказать, что в принципе все карты могут говорить об отсутствии негатива. И вот это вот комбинация только и мое ощущение потока говорит о том, что если вы чувствуете, что вы идете не своей судьбой, тогда это переклад судьбы и проблемы с поиском счастья со второй половиной именно. То есть когда вы не можете там полжизни прожили без мужчины или без женщины, да, без отношений. Вот это может быть. Ну, здесь работать с коррекцией родовых программ тоже через чистку, отвязку и открытие дорог желательно. Нужна ли здесь защита? Ну, тут уже защиту, если брать полный цикл, магический квадрат обрядов и ритуалов, то защита ставится при желании здесь. Здесь как бы у вас и так защита ок, но вы как бы живете и безбедно, но с тяжелым сердцем, тяжелой судьбой, как бы и без партнера, без счастья, да. Вот Blessed Day, он как бы идет путь к счастью, но он все время эфемерный у вас какой-то, да, абстрактный. И как бы как идеал, который, приблизиться к которому вам, все время вы не можете сделать этот шаг, да, вы не хватает вам сил оторвать. Или даже вот, может быть, мне почему-то пришло, что вам делают предложение, а вы отказываетесь потом от этого, а после этого жалеете. Вот этот момент тоже может быть. Ну вот такой вот второй вариант, он достаточно интересный. У меня какое-то такое необычное ощущение от потока номер 2. Вы напишите, какое ощущение от потока номер 1 и 2 у вас было. Кстати, первый и второй расклад здесь, скорее всего, не связаны. Я обещал сказать вам, да. То есть, если вы посмотрели первый и второй, как бы сперва первый, потом второй, значит, оно как-то вам связано и где-то, может, перекликается. А если вы взяли только второй, то первый вам смотреть не надо. Он, скорее всего, не ваш. Прям, если уже прям сгораете от любопытства, тогда смотрите. Бывает, да, люди смотрят все-таки все, и потом что-то берут себе свое среднее, да, или выбирают тот, который ближе. Вот меня часто спрашивают, можно ли все три смотреть, да, все диагнозы. Можно, конечно, там вы найдете всегда свое что-то и никогда не возьмете не свое. Оно всегда перекликается. Эти расклады, они действуют только резонансом. То есть, если резонанса нет, человек пройдет, он никогда не остановится даже случайно, да, потому что все случайности, я случайности уже давно не верю, то есть, когда-то верил, да, сейчас я понимаю, что оно происходит как должно быть, да, поэтому можете смотреть хоть 2 раза, пересматривать или 5 раз, вы все равно найдете то, что ваше, и то, что не ваше, не возьмете. Хорошо, настройтесь на себя, расклад номер 3. Расклад номер 3. Тоже 7 чакр, как и предыдущие 3. И если вдруг я буду слышать, что где-то перекликается с каким-то другим раскладом, например, первым или вторым, то я вам скажу, посмотрите еще первый или второй. Если я этого не скажу, значит смотреть вам действительно не надо. Так, уверен, что вы настроились услышать позитив, негатив. Да, друзья, если вы слышите там что-то, вам действительно хочется проверить, то на личную лучше идите диагностику по фотографиям. Это немножко другой формат. Здесь зеркальная магия. Здесь вы можете мало того, что быть подотаченная под зеркало, да. Почитайте, что такое зеркальная магия. Здесь вы еще можете и себя не узнавать или не видеть, да, такое. Или видеть себя как бы в зеркале, но говорить, это не я, да, как будто бы вы в зеркале себя не видите. Нет, здесь уже идут призраки, как будто бы на второй чакре. Здесь могут быть и подселенцы, и магия очень сильная. Вот здесь вот плохая ситуация априори уже.
заложена. Здесь грязь на третьей чакре, нечистая. Предупреждением является для вас этот расклад. Вам лучше проверяться индивидуально. Это вообще самый жесткий расклад, третий. И он может быть связан с первым раскладом, но вряд ли со вторым. Посмотрим. Ну и здесь последствия приворота на вас. Причем могли делать не только приворот, а любую грязь, вплоть до открытия вот этой карты как портала, чтобы вас оттачить через темные миры и через верхние миры. То есть как будто бы сделать вам цикл такой черной магии и сделать вашу жизнь, превратить в такой аттракцион грязи и страха, да, страдания, боли. Здесь сразу приворот как предупреждение. Могли быть и гвозди, и иглы, и подклады там зеркал, и картин, и на кладбище, и в гробы, что угодно здесь могло быть. Это нижний мир у вас зеркалит вам. Как минимум на одиночество могли делать, и как минимум на укорачивание жизни. Потому что отшельник — это здоровье всегда, это в голове. Могут быть сильные головные боли, могут падать зрение у вас тут. Болеть шея особенно шея. И вот сейчас мы посмотрим этот портал, верхний мир и нижний мир. Да? То есть у вас как бы верхний с нижним и так связан. Да? Вот эти две чакры, они связаны. Это союзные карты, да? Круговые. Ну вот она, коса. Вам сделана порча, скорее всего, на смерть. И вам как бы... Здесь должна быть очень светлая карта, по идее. Вот здесь она, если бы темная была, ладно, бог с ним. А здесь, получается, у вас как бы зазеркалено, зациклено, вас как бы загнали в темный мир. И здесь, по идее, если вы берете этот расклад, то ваша жизнь, она превращается в... Не то, что в ад, да, ну как бы тут картины ада нет, но она как бы как... Ваша жизнь превращается в фильм ужасов, где вы уже предупреждены или были предупреждены ранее. И сердце будет болеть. У вас все карты плохие, по сути. И первая чакра, и вторая, и третья. Ну, даже единственное, вот как бы можно сказать, здесь предупреждение. Ну, она нелегкая, эта чакра, четвертая у вас. Сердечные боли, бессонницы могут быть. Такие страдания, прямо аритмия, тахикардия, вот давление прыгать может больше вверх, чем вниз. Панические атаки. В общем, как бы стабильности вообще никакой нету. Это вас вот здесь, вы как находитесь, у меня такое перед глазами, как идеальный шторм, как будто бы боретесь один на один с каким-то темным миром очень темным, очень злым, очень плохим. Причины могут быть разные, но приворот обычно о сопернице, вот. Тут может быть эти все черные аспиды, так называемые привороты, то есть, а вообще порча на смерть. И приворот, и порча на смерть. Но, опять-таки, если у вас, это как у мужчины особенно, да, если приворот. А если женщина, то это тогда будет, естественно, соперница. Но если вы знаете, что соперницы нет, тогда вас привязывали к себе какой-то мужчина, скорее всего. Ну, как женщина. Или женщина, если вы мужчина. Страдания головы, здоровье, порча на смерть, привороты и... Вам отключили связь с ангелом, хранителем, то есть у вас как бы ни одной по сути светлой карты. Ну, можно сказать, что это светлая карта, но она о предупреждении просто. Поэтому я скажу так, что у вас вместо как бы за левым плечом понятно смерть, да? Ну, вот это левое плечо, вот это правое. А за правым плечом зеркало. То есть вместо того, чтобы тут стоял ангел, условно говоря, да, хотя бы одна карта, у вас стоит зеркало этой карты. То есть у вас смерть и с левой стороны, и с правой. Поэтому вот здесь вот медлить с снятием вот этого всего, откладывать на завтра не стоит. Я бы вас наоборот здесь поторопил. Чем раньше, тем лучше. И ну, вы будете чувствовать просто каждый день хуже. И если это уже так происходит, задумайтесь, это и есть не просто так. Потому что такие карты, там зеркало, привидение, грязь, предупреждение, приворот, отшельник и коса. Коса — это всегда о смерти. Просто так не выпадают. Задумайтесь, и здесь нужно вот очень серьезно подходить к этому процессу.
обратить внимание особенно на здоровье по-женски, ощущение внутреннего шевеления внутри себя, на головные боли, на сны, на то, что вы видите перед зеркалом, насколько ясны эти сны и не было ли символов грязи на пороге, не было ли вам яблок подсунутых, особенно вот есть такое, что яблоки с иглами подсовывают на порог или подкладывают где-то, да, гвоздей ржавых не накидывали ли вам на порог, волосы, вот такое вот, да, идет здесь. Резанные волосы, мотки, веревки, нитки вот такие накрученные. Это все больше на смерть сделано. Поэтому у меня сейчас, честно говоря, идет по правой руке, прям колет. Но это больше вот эти карты, скорее всего. И чуть-чуть косу я чувствую. Надо будет почистить. Да, потом почистимся. Вот, поэтому вот здесь рекомендую вообще проверяться либо самостоятельно, либо вы чувствуете резонансы, уже где-то проверялись, действуйте и снимайте с себя это все. Это порча на смерть и приворот в том числе, или чисто приворот так на вас влияет, либо, скорее всего, порча на смерть и где-то приворот. Мира вам и вашему миру. Берегите себя, любите себя, миры, которые окружают вас. Вот этот расклад, он может быть союзным с первым, но вторым он вряд ли будет. Со вторым союзным, со вторым раскладом, этот расклад явно он, скорее всего, не пересекается, да, где-то в пространстве вариантов. У меня нет ощущения такого, что они как бы из одного и той же истории. Это отдельная история, которая больше с первой может как-то пересечься и никак не может пересечься со второй. Оставайтесь на связи, будьте здоровы и помните, что всегда лучше, как говорится, перебдеть и приложить усилия, чтобы не попасть на еще более темное дно. Помните о том, что всегда может быть хуже, если вы не начнете какую-то, может быть, где-то борьбу за свою жизнь, за свое зеркало, за свою реальность, то может быть и поздно, особенно в третьем раскладе. В любом случае, желаю вам выкарабкаться вверх, освободиться от тьмы и до встречи. Пока-пока.